Всем привет! Я забыл включить микрофон. Нет, не забыл. Всем привет! Я снова с вами после очередного долгого перерыва. Был дома, извиняюсь, были дела, и все равно я успел запилить для вас небольшой выпуск про предпринимательство и зарплаты по запросу от одного из моих подписчиков. Кстати, ваши вопросы дают мне тематику и, так сказать, направление, по которому можно двигаться, если это, конечно, адекватные вопросы, и они вообще относятся к тематике грузоперевозок хотя бы. К выпускам надо готовиться. И я очень прошу вас подписаться на мой Instagram, Facebook, для того, чтобы у вас создался некий 3D-эффект. Основную информацию вы получаете отсюда, с YouTube канала, а с Facebook и Instagram всякие дополнительные бонусы, плюшечки в виде историй о работе, о моей жизни, о каких-то интересных моментах, которые я не могу просто взять и записать быстро на камеру, как я выпускаю YouTube, а я могу сделать это только на телефон. Потому что пока моя техника ограничена камерой, телефоном, планшетом и, собственно, микрофоном и несколькими штативами. Чтобы развернуть полноценную операцию, требуется время. А телефон схватил и уже готов снимать. Поэтому на моих страничках много интересных моментиков, которые я выкладываю. И вам это может быть тоже интересно. Стоим на терминале в Танабру. Привезли торф. Стоим на рампе, ждем. Будут, не будут нас вообще выгружать. Потому что пока не ясно. А не ясно почему? Потому что сегодня в Норвегии праздник. Вроде сказали, торф нужен, вроде дали номер, созвонились, отправил данные, но пока ничего, никого. Логист говорит, я узнаю, стоим, ждем. Стоим, ждем. И только что нам позвонили и сказали, что сегодня нас выгружать не будут. Да и болт с ним. Поехали отдыхать. Всем доброе утро. Как вы думаете, выгружен торф или нет? Конечно же нет, и никому он не интересен. Поэтому поговорим мы с вами о трудоустройстве. На фоне того, что я говорил о зарплатах немножечко. Вот, обозначил даже свой потолок, когда был водителем, насколько это возможно. И вот, значит, подписался я тут на несколько групп в Фейсбуке. Все касается дальнобоя по Европе, там сообщество дальнобойщиков, русскоязычные водители и прочее, прочее. Ну и везде, разумеется, работа, тема актуальная, деньги. Судя по тому, что объявления дают в основном литовско-польские компании, и объявлений много, то, соответственно, им, видимо, не хватает водителей. А не хватает почему? Потому что текучка. Судя по комментариям, все знают, что лохотрон, кидают на деньги, удерживают, не выплачивают, снимают за топливо, за все. Там еще и само трудоустройство, насколько я понимаю, платное зачастую. И, возможно, объявлений, которые вызывают доверие, вот лично я, когда пролистал, ну, из 10 может быть одно, и то может быть. И комментариев очень много, и люди разбираются, прям видно, что профессионалы прям знают, что, почем, как, и себе цену знают. И один фиг потом, вот меня кинули на деньги, вот меня заставили, вот мне не выплатили. Скажу так, у нас ситуация, в принципе, я не хвастаюсь, немножечко далека от этого, но есть схожие моменты. И также есть, например, у меня в городе сайт сети ИЕ, где есть доска объявлений. И вот там в среднем каждые 1-2 дня появляются объявления, что требуются водители ЦЕ категории на Россию. Оставлю вам это для размышления, информацию вводную, что объявления примерно все одинаковые, то есть круговые рейсы Эстония, Финляндия, Россия, в основном концы там Петербург, областные вот эти вот все рейсы через Кингисепп, Сланцы там и
В общем, местная работа, грубо говоря. Практически очень редко, когда выставляют ценники, по которым предлагают эту работу. Ну и, соответственно, непонятно, откуда в маленьком городе столько вакансий на СЕ-категорию, которые обновляются буквально каждый день. Безработица у нас в регионе самая высокая в Эстонии. А если вы в курсе, СЕ-категория – это далеко не самая низкооплачиваемая работа в мире, вообще грузоперевозки. Ну и вот думаете, почему так происходит. Ну и еще маленькое вводное, что последний раз, когда я обновлял свой сертификат международных перевозок, СЕ-категория, 95-й код, короче, когда я проходил курсы заново, каждые 5 лет это требуется делать, то класс был, галерка была заполнена гостями из Грузии, Азербайджана и прочих дружественных государств. Напомню, что речь идет об Эстонии, то есть стране Евросоюза. Я думаю, не надо особо думать, почему такие гости появляются уже и у нас. Короче, пришла информация о том, что наконец-таки будут выгружать этот несчастный торф. Ну и сейчас поедем, проверим, так ли это. Надеюсь, меня видно. И немножко видно периферию, то, что творится сзади. Ехать нам до терминала тут совсем недалеко. Буквально несколько сот метров. Так что рискну, оставлю камеру вот так вот снаружи, сбоку. Так вот, ну и представьте, это объявление на местную работу. Местная работа, соответственно, ну, если что-то не сложилось, ты всегда рядом с домом. И, в принципе, скажем так, особо прям ничем не рискуешь. То есть ты рядом с домом и вернулся и пошел искать другую работу. Но вот ребята, которые устраиваются на международку, приезжают из дальних стран, устраиваются в Литву, в Польшу и натыкаются, получается, на одни и те же грабли. Все то же самое. Те же самые фирмы, о которых в открытую пишут, что они кидают, и все равно. И они говорят, ну а куда нам еще? Без опыта, без стажа. Если бы, скажем так, народ не устраивался туда работать, читал бы отзывы и отказывался от этой работы, от этого рабского труда, то, поверьте, эти фирмы уже давно бы схлопнулись. Но так как они работают и процветают, соответственно, людей, которые продолжают упорно ехать и работать, меньше не становится. Почему так? Ну, каждый объяснит по-своему, видимо. Каждый решит для себя, почему он продолжает тянуть эту лямку, продолжает терпеть кидание на деньги и прочее, прочее. О! Освободилась хорошая рампа, без наклонов, без всего. А тут, в принципе, все рампы свободны. Сейчас встанем, наконец-таки. Надеюсь, нас выгрузят. Мини-экспресс. Так что, ребятушки, можно спорить сколько угодно о деньгах, о работе, но все познается в сравнении. Возможно, и я попробую поработать в другой стране на перевозках, сказал бы, господи, как меня здесь эксплуатируют, какой это кошмар. Но и у меня есть примеры, далеко ходить не надо, когда наши ребята, эстоноземельцы, услышав про зарплаты в Норвегии, дружно идут и нанимаются в норвежские компании работать. Что из этого выходит? Те, кому нужно много не надо, семьи нету, дома никто не ждет, они остаются, что, деньги платят и платят. На что они их тратят? На что? Выпить, поесть, все, погулять. Возможно, кто-то там еще домой отправляет что-то. А так, для этого надо здесь жить. А жить я здесь не хочу, например. Каждый ищет, что ему подходит больше. Ну, поехали стучаться в этот несчастный терминал. Так, ну все, бумаги наконец взяли. Спросили, сколько палетов. Я сказал, не знаю. Я говорю, я взял комплект уже загруженный. Так что
Сейчас сдадим на рампу, подадимся. И будем надеяться, что на этом приключения с торфом закончены. Тут, конечно, место такое. Так, все, да, начали. Начали уже опускать створочки, эти, воздушную заслонку опускать начали. Значит, рампа в работе. Ну, наконец-то, мы на рампе, нас уже выгружают. Но дело еще в том, что надо будет еще взять один прицеп сегодня и выгрузить пиво. Тоже здесь стоит, уже коллега приехал рядышком, прицеп отцепил. Та же самая схема, приедем вот так вот на рампочку, встанем и будем стоять, как говорится, курить бамбук. Кстати, осмотр машины я провожу тоже с камерой. Когда вообще принимал машину, просто взял телефон и благополучно в вертикальном режиме снял обходное видео. Если что, на паузу поставил и рассматриваю, все видно. Цепочки висят, все на месте, хотя они уже не нужны, но лучше не зарекаться. Одевали цепи и в июне месяце. Машинка у нас, в принципе, точно такая же, та же самая комплектация. Немножко пошустрее идет, так как та старая моя 975 уже убитая в хлам. А эта, видимо, все-таки береглась коллегой Латышом. Молодец. В хорошем состоянии поддерживает машинку, внутри приятно убрано. Вот, вчера, когда менялись, чайку попили и разбежались. Кстати, еще надо проверить резину. Ну, как проверить, я ее уже проверил, но здесь уже видно, резиночка полысела и едва-едва хватит пройти, как говорится, летний контроль. Да нет, еще нормальная резина, правда, конечно, если снег выпадет, это уже труба. Пойдемте посмотрим, что там внутри творится. Ну, весьма неплохо. Больше половины уже выгрузили. Так что все отлично, идет своим ходом. Маленький терминальчик, абсолютно неприметный, скажем так. И частенько сюда ездим из района Тромса, с Лафатенов. Привозим всякие тоже местные продукты с местных складов в Норвегии. Так что день, в принципе, удачно начинается. Протестировал новую мультиварку. Ой, я уже начинаю вести влог, что поел, что попил. Просто для информации, если вдруг кому интересно. Ладненько, включусь на следующем прицепе. Надо подвести итоги и заняться монтажом уже на самом деле. Самое милое во всей этой истории, что когда люди устраиваются в подобные фирмы, которые, не знаю, фирма однодневки, кидалово, и, ну,
Я уверен, что наверняка знают, наверняка слышали, наверняка читали, что все там не так сладко, как хотелось бы. Люди устраиваются, работают, еще умудряются про это снимать и говорить, как все замечательно. Я не обвиняю. Для каждого первая работа, она всегда вызывает некий трепет, особенно если для тебя это действительно стоящие деньги. Просто все познается в сравнении. Вот я такой вывод сделал, читая вот эти форумы, вот эти комментарии. Все познается в сравнении. Если человеку сравнивать не с чем, то ему кажется замеры топлива и километраж, и лишение зарплаты, и удержание зарплаты. Вот как мне к комментарию написали, ответил человек, что заставили буксировать, как-то буксировать, я так понял, транспортное средство. Это было под роликом о Гиртеке, которая в горах на цепях умудрилась устроить буксировку. И, в общем, он написал, что пригрозили ему не выплатить зарплату. Я вот думаю, что у каждого должен быть какой-то инстинкт самосохранения, хоть какое-то понятие о законах, ну, минимально, чтобы понять, когда вы просто уже имеете полное право идти в суд, я не знаю, бороться, а не глотать все, что вам сказал диспетчер, логист или начальник, и принимать за чистую монету. Чем больше таких людей, тем больше растут вот эти вот фирмы, тем больше растет их наглость. И опять же сошлюсь на фильм «Рабы фур». Посмотрите, там все показано. Без прикрас, без преувеличения. Ребята делятся своим опытом. У меня в комментариях ребята делятся своим опытом. В этих форумах на Фейсбуке в комментариях открытым текстом просто. Вот есть фирма, вот расписано, что там не так, что не надо туда идти, что они кидают, лишают и все прочее и тому подобное. Но раз фирма работает, значит туда идут люди. Выбор каждого. Все познается в сравнении. Я надеюсь, что рано или поздно, даже несмотря на то, что кому-то приходится оформлять рабочие визы, там, проходить через кучу преград, кстати, оформление, как может быть трудоустройство вообще по умолчанию платным? Вот в жизни с таким не сталкивался. Вот, ну, не платил я, даже в Шотландию я когда ездил работать. Все, что я оплачивал там, это был билет на автобус уже внутри Шотландии, чтобы добраться непосредственно до места дислокации, до фабрики. Все. 15-14 лет назад это было. Ну, не суть важно. Просто цените свой труд, цените его правильно и... Ой, в общем, вы сами все знаете. Я что тут объяснять еще по 10 раз. А сейчас все. Ждем, пока выгрузят, едем на парковку и отдыхаем. Не будьте равнодушными, ставьте лайки, дизлайки, все как обычно. Очень вас жду, очень ценю, что вы активны. До новых встреч.